История эта начинается в конце XVIII века, что вообще характерно для периферийных поместий нынешней Ленобласти, которой, а уж если быть совсем точным, к Волосовскому району, который и принадлежат Раскулицы. 1773 год. Екатерининский вельможа Федор Григорьевич Вахтенный приобретает небольшую мызу, то есть по-русски усадьбу, и ставит деревянный господский дом в один этаж на фундаменте и деревянную же церковь. Дом до наших дней не дошел, но мы можем видеть его на фото, причем редком и архивном. Вот, кстати, еще план мызы, который вряд ли что сейчас нам скажет, глядя на эти заросли. А вот церковь мы с вами увидим, правда, не в том виде, в котором ее строил первый владелец. Название мызы, кстати, изначально звучало по-шведски «Трискулиц» и существовало как минимум за 2 века до того, как здесь обосновался упомянутый Вахтин. Фамилия эта мало что говорит современникам, да и в XVIII веке особо не звучала, хотя сохранились некие апокрифы, согласно которым Раскулицы были не просто куплены, а именно что пожалованы упомянутому Вахтину самой Екатериной Великой. Да, пожалованы. Именно так. Жаловались-то ею многие. Собственно, и сам уникальный феномен русской усадьбы начался как раз с этих времен. Но Раскулицы в то время были глухой дырой, богом забытой местностью посреди неплодородных земель, топких болот и непроходимых чащ. То есть жалование, монарший дар, более напоминал ссылку, приговоры опалу, и, скорее всего, всем этим и был. Во всяком случае, остаток жизни этот самый Вахтенный или Вахтин провел здесь, в Раскулицах. И судьба его во многом напоминает судьбу одного неназванного по имени, но заявленного прямо в первых строках Онегина персонажа, того самого дяди честных правил, к которому спешил Евгений. Ведь дядя Онегина живет более 40 лет в поместье. Поместье это богато и обставлено по моде. Явно, что дядя Онегина из екатерининских вельмож, но почему-то прервавший карьеру и обосновавшийся в имении пожизненно. Сразу мысли о монаршей немилости. Вот как в случае чего с Федором нашим Вахтиным. А вот и самое интересное. Ключ к разгадке того, что это опала 1773 года. Год начала казацкого пункта под предводительством Емельяна Пугачева. Да, именно в этот год Екатерина Великая провела ряд реформ, в том числе среди более-менее приближенных лиц, переворошив все прежние устои. И эти реформы, с одной стороны, отправили в отставку кучу прежних вельмож и руководителей, с другой спровоцировали волнения на Урале. Вот и наш герой, судя по всему, попал под раздачу. Попал и почти что пропал. И никто из рода его, рода Вахтиных, ничем не прославился. А последний из известных, генерал-лейтенант от артиллерии Николай Васильевич Вахтин, продал бездоходное и унылое имение жене штабс-капитана Федора Ивановича Корфа в 1853 году. Что заставило продать усадьбу, неизвестно. То ли впрямь не приносила она дохода, то ли из-за якобы сказанного какой-то крестьянкой пророчества о том, дескать, что всех владельцев ждет ужас, скрежет зубовный и забвение. Сюжет этот сильно позже, уже в 20 веке, найдут в бумагах баронессы Евгении Дмитриевны Корф, новой владелицы нехорошего имения, пророчествами и слухами, впрочем, не интересовавшейся. И вот, кстати, мы видим ее прошение на постройку церкви, которую тоже видим. Посмотрите, пожалуйста, на документ. Евгения Дмитриевна оказалась женщиной хозяйственной и деловитой, как вы уже поняли. И это не замедлило отразиться на состоянии некогда чахнущей
усадьбы. При ней, при Евгении Дмитриевне, был построен каменный господский дом, разбит живописный парк, создана молочная ферма, и некогда прогарное имение внезапно стало доходным. И тут, вероятно, надо сказать про род Корфов, который был крайне замечателен в истории Российской империи. И вот герб этого рода перед вами. Посмотрите, пожалуйста. Один из первых обрусевших Корфов, Николай Андреевич, женатый, кстати сказать, на Екатерине Скавронской, племяннице первой императрицы российской Екатерины Алексеевны, а изначально Марты Самуиловны Скавронской, был приват-порученцем императрицы Елизаветы Петровны, дочери Марты Скавронской и, следовательно, свояченицы барона Корфа. В частности, именно этот Корф тайно доставил из Гольштинии принца Петра Ульриха, будущего Петра III, а впоследствии был тайным конвоиром свергнутого Елизаветой Иоанна Антоновича и его матери Анны Леопольдовны из Раненбурга, ныне это город Чеплыгин, Холмогоры, за что был назначен губернатором отвоеванного у Фридриха Великого Кёнигсберга, а после стал генерал-полицмейстером Петербурга и даже дошел до того, что возглавил всю российскую полицию. Это уже при Петре III. Любопытно, что, зная про заговор жены императора, он не предпринял никаких мер, и взошедшая на престол Екатерина II осыпала его новой порцией почестей, званий и наград. Другой барон из рода Корфов, Фердинанд, вошел в историю русской литературы как один из предков Владимира Владимировича Набокова, поскольку дочь его, Мария Фердинандовна, была женой министра юстиции империи Дмитрия Николаевича Набокова, а в браке родился будущий отец писателя Владимир Дмитриевич. Впрочем, в семье Набоковых долго бытовало предание, что Мария Фердинандовна, женщина и впрямь редкой красоты и стати, была тайной любовницей царя-освободителя Александра II, и отец писателя, а также видный политик, член партии кадетов, правая рука Павла Милюкова, Владимир Дмитриевич Набоков, был форменным бастардом Александра II. Ветвь Корфов, о которой мы рассказываем, точнее баронов Корфов, ибо род их, выходцев из Балтии, именуемый тогда Аздзея, нынешняя Эстония, имел древние корни и, как уже помните, немалые заслуги перед российской короной. Так вот, эти Корфы владели усадьбой Раскулицы до 1914 года, когда род их угас. Впрочем, за это время они успели немало. Помимо собственного имения, в конце XIX века на месте обветшавшей церкви Федора Стратилата была построена и освящена церковь Преображения Господня. И ее, точнее то, что от нее осталось, мы сейчас рассматриваем. Рядом с этой церковью позже появится семейное кладбище Корфов, где, собственно, и обрела покой часть их некогда пышного и ветвистого рода, что, впрочем, учитывая события после 1917 года, можно расценивать почти как счастье, ибо к новому владельцу усадьбы, барону Георгию Михайловичу Врангелю, дальнему родственнику и наследнику Корфов, судьба была куда менее как благосклонна. Собственно, о трагической гибели Георгия Врангеля от рук пьяной матросни в соседнем имении Торосова Странтовый уже рассказывал, и фильм можно посмотреть, ссылка будет под описанием видео. Здесь же, в Раскулицах, этот несчастный страдалец обрел вечный покой на фамильном кладбище Корфов. И его могилку мы тоже обязательно посетим в этом видео, ибо его погребение здесь – это настоящий подвиг, совершенный его дворовыми людьми и работниками, которые, невзирая на опасности и ужасы гражданской войны, перенесли тело своего покойного господина за много километров от места его гибели, чтобы похоронить достойно. А сейчас, обозревая то, что осталось от церкви Преображения Господня, вернемся немного к началу видео и вспомним о дяде Евгения Онегина, и это упоминание было не случайно.
ибо несчастный барон Врангель, последний владелец Раскулец, кузен черного барона Петра Врангеля, последнего главкома Белой армии, был дальним потомком Абрама Петровича Ганнибала, прадеда Пушкина. И это к вопросу о бесконечных родственных связях нашего дворянства, основы Российской империи, которая, впрочем, имела далеко не всегда русские корни, что вовсе не мешало им быть стопроцентными и убежденными патриотами. В отличие, кстати, от этнических русских, пришедших в эти места после 17-го года, ибо новые господа ни во что не ставили ни культурное достояние, ни честь и славу предков. И пример Раскулец – еще одно трагическое напоминание об этом. После национализации усадьба с некогда процветавшим молочным хозяйством стала частью колхоза с ужасным названием «Терпилицы». И колхоз этот вскоре превратил доходное производство в руины. Церковь стала местным клубом, где устраивались танцы, в прямом смысле на костях, ибо часть фамильных захоронений Корфов была именно под плитами церковного пола. А еще там крутили кино. Кладбище же прежних господ вовсе было раскурочено. А далее о том, о чем молчат исторические документы, но что сохранилось в памяти потомков тех, кто бесчинствовал здесь во времена Онны. Слухи и легенды повествуют о неком проклятии этих мест, о моровых язвах, вызывавших падеж скота, о гибели урожаев на близлежащих полях, и о том, что практически все, кто принимали участие, так или иначе, вольно или невольно, в кощунственных делах в церкви и на кладбище, гибли люто. Сначала репрессии конца 30-х годов здесь, в Раскулицах, выкосившие чуть ли не четверть населения. Потом война, уничтожившая вторую четверть. Потом послевоенное голодное время, осложнившееся настоящей демографической катастрофой. Дети у местных перестали появляться на свет. К началу 70-х годов прошлого века деревня Раскулицы перестала существовать и была в буквальном смысле стерта с лица земли. А на проселочной дороге, ведущей некогда к Преображенской церкви и фамильному некрополю Корфов, появился знак «Тупик». А места эти, поросшие борщевиком выше человеческого роста, стали напоминать то ли сонную лощину Вашингтона Ирвинга, то ли Твин Пикс Дэвида Линча, а злая слава, что, дескать, места эти прокляты, и вовсе пресекла всякие попытки что-либо здесь обработать и окультурить. И ничего, наверное, не осталось к нынешним временам, но разве что поросшие бурьяном истошно-печальные руины церкви, если б не энтузиасты, приведшие после десятилетий забвения и мерзости запустения местный некрополь в божеский вид, благодаря чему мы можем лицезреть удивительно живописное, компактное, не испорченное новоделом и безвкусицей кладбище, прекрасное в своем мистическом безмолвии. И, несмотря на то, что за все время существования советской власти эта локация, бывшая деревня Раскулицы, сохранила свой мрачный колорит и то, что называют гением места. Разрушение и вандализм не стерли следов пребывания здесь бывших хозяев, будто их души, витая над разоренными могилами и разрушенными стенами церкви, охраняли их. И уже почти чудом, кажется, а может, то и вправду было чудо, возрождение кладбища совсем в недавние времена, то ли по зову предков, то ли по воле духов, возвращение старому погосту, если не былой стати, то, по крайней мере, памяти. И, что самое чудесное, на этих землях, совсем неподалеку от погоста, на месте вычеркнутых из книги бытия деревни и усадьбы, вновь заколосились поля, вновь вернулась жизнь, и эти земли, словно оттаивая от долгого летаргического сна, просыпаются, делясь своими тайнами с нами.